Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, так как посольство США в Украине приостановило работу на неопределенный срок, победители лотереи Green Card DV 2022, ожидающие прохождения собеседования в Украине, оказались в очень неприятной ситуации. Ведь DV-визы – единственные визы, получения которых жестко ограничены временными рамками. И с учетом того, что собеседований и до этого проводилось очень мало, сейчас вероятность не успеть пройти интервью возросла в разы, даже для тех, чей номер кейса очень маленький. Что же в таком случае можно сделать? Единственный вариант – это попробовать перенести интервью в другую страну. Но тут, конечно, не все так просто, так как неработающее посольство – это еще не официальное основание для переноса своего кейса. Вспомнить ту же ситуацию с Россией, где посольство США по сути не оказывает консульские услуги уже давным-давно. Однако официально оформили перенос интервью в Польшу относительно недавно. До этого каждый случай переноса рассматривался индивидуально, и сразу скажу, большинство желающих это сделать получили отказ в переносе, иногда даже имея на то веские основания, типа ВНЖ, рабочего контракта или гражданства другой страны. Но сейчас, так сказать, по горячим следам, можно попробовать разослать в разные посольства просьбу принять перенос вашего кейса, особенно если ваше собеседование уже было назначено и вы получили письмо с отменой интервью. Важный момент. Писать нужно именно в посольство США тех стран, куда хотите попробовать перенести интервью, а не в консульский центр Кентукки. И помните, у вас должна быть возможность приехать в эту страну. То есть вы сможете получить визу в случае необходимости, а в стране не действует запрет на въезд из-за коронавируса и так далее. Не стоит рассылать просьбы переноса в сотню посольств наобум. Трезво оцените ситуацию и уже потом действуйте. Если случится чудо и какое-то посольство будет готово принять ваш кейс, в таком случае вам будет необходимо связаться с посольством США в Киеве из KCC и сообщить, что другое посольство примет ваш кейс и вы хотите сделать перенос. И если это произойдет, обязательно поделитесь этой новостью с нами. Всем удачи! Если у вас есть практические советы и дополнительная информация на тему переноса своего кейса, пожалуйста, поделитесь этим в комментариях. Сейчас очень важно не терять время, использовать любые возможности и помогать друг другу. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.